США нанесли удары по Ирану. Началась новая фаза конфликта. Утром 22 июня 2025 года Соединенные Штаты нанесли точечные удары по иранским ядерным объектам. Под удар попали сразу 3 ключевые цели, включая знаменитый комплекс Фордо. В своем обращении президент США Дональд Трамп назвал эти удары историческим моментом не только для самих США, но и для Израиля, а также всего мира. По его словам, объекта Фордо больше не существует. Как уточнил Трамп, американский бомбардировщик сбросил полный боезапас по подземным объектам в этом районе. При этом он отметил, если Тегеран решит ответить, последуют новые, еще более мощные удары. Иран, в свою очередь, уже пообещал уничтожить все ближайшие базы США в регионе, если нападение продолжится. Позднее Дональд Трамп обратился к нации с экстренным заявлением. В числе основных тезисов он заявил следующее. Иран долгое время вел себя как ближневосточный хулиган и теперь обязан заключить мир. Если Тегеран не остановится, последствия будут катастрофическими. Эскалация конфликта недопустима, и будущие атаки могут оказаться куда разрушительнее. В это же время в сети начали появляться кадры применения американской противобункерной бомбы ГБУ-57, одной из самых мощных неядерных авиабомб в арсенале США. Накануне СМИ сообщали, что стратегические бомбардировщики Б-2 были переброшены ближе к Ближнему Востоку и размещены на базе Диего Гарсия. Кроме того, к району возможных боевых действий подошли сразу 3 авианосные ударные группы США, а в воздух поднялись заправщики и самолеты радиоэлектронной борьбы. Спутниковые снимки, сделанные утром 22 июня, зафиксировали как минимум 6 прямых попаданий в ядерный объект Фордо. Как сообщается, удары были точечными. Основной целью стал центральный зал, где размещались каскады центрифуг. Все указывает на то, что США сосредоточились именно на разрушении этой критически важной части комплекса. Пентагон подтвердил, что операция по бомбардировке носила кодовое название Midnight Hammer – «Полуночный молот». Всего было задействовано 7 стратегических бомбардировщиков Б-2, которые сбросили 14 бомб ГБУ-57. Истребители 4-го и 5-го поколения обеспечивали подавление иранской ПВО. По данным американской стороны, огня по ударной группе не открывали ни на входе, ни на выходе. Завершающий удар нанесли крылатые ракеты Tomahawk Land Attack Missile. Они поразили цели в Исфахане. Министр обороны США, бывший телеведущий Fox News Пит Хексет, заявил: «Когда президент Трамп говорит, мир должен слушать». Благодаря его решительности и дальновидности, ядерные амбиции Ирана были уничтожены. Эта операция стала воплощением того, о чем мечтали многие президенты, но смогли реализовать лишь мы. Хексет также отметил, что ядерная программа Ирана фактически уничтожена. Впервые применены противобункерные ГБУ-57. В операции участвовало более 125 самолетов. Любая ответная атака Ирана будет подавлена еще более разрушительным ударом. В Пентагоне подчеркнули, что целью ударов не было свержение власти в Тегеране. По словам министра обороны, США не стремятся к войне, но готовы решительно защищать свои интересы и союзников. Он добавил, что 7 Б-2 вылетели с материковой части США. Это самая дальняя миссия с их участием с 2001 года. Всего по ядерным объектам было применено 75 боеприпасов. Подробности операции также раскрыты в дополнительных материалах. Операция «Полуночный молот» — крупнейшая воздушная атака в истории применения Б-2. Бомбардировщики вылетели с базы Уайтмен в штате Миссури, прошли через Европу и страны Ближнего Востока, находясь под постоянным прикрытием. При этом часть самолетов была отправлена в сторону Гуама в качестве отвлекающего маневра, чтобы дезориентировать ПВО Ирана. Любопытно, что по всей атакующей группе не было произведено ни одного выстрела. Возникает резонный вопрос: как 125 американских самолетов смогли беспрепятственно войти в воздушное пространство Ирана и выйти из него, не встретив сопротивления? Есть две основные версии. Иранская система ПВО была либо полностью подавлена, либо оказалась небоеспособной, то ли физически, то ли организационно. Или же американские невидимки
Действительно настолько технологически мощные бомбардировщики, что их даже не заметили на радарах. Однако стоит отметить, что помимо Б-2 в операции участвовали и другие истребители и самолеты, обеспечивавшие их поддержку. Ситуация после ударов США по Ирану. Дипломатия, Ормузский пролив и ответные действия. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи выступил с жестким заявлением. Иран оставляет за собой право на любые меры для защиты своих интересов в ответ на американские атаки по ядерным объектам. Он сообщил, что отправляется в Москву, где на следующий день пройдут консультации с президентом России. Аракчи подчеркнул, что между Москвой и Тегераном сложилось стратегическое партнерство. В свою очередь, бывший президент Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что ряд стран готовы предоставить Ирану ядерные ресурсы. Это заявление вызвало широкий резонанс на фоне растущей напряженности в регионе. Тем временем Ближний Восток замер в ожидании. Все гадают, каким будет ответ Тегерана. Удары по американским базам? Ответ по Израилю? Или активизация союзников, например, хуситов в Йемене? По инсайдерской информации, Иран требует от России не только дипломатической поддержки, но и передачи разведданных, а также отдельных видов вооружений, в частности, ПВО и авиации. В Кремле при этом уточняют, такие шаги требуют координации с китайскими партнерами. Официальные лица в Москве подчеркивают, что готовы стать посредниками между США, Израилем и Ираном, если переговоры начнутся. Один из источников в МИД заявил: «Обстановка не может накаляться вечно. Мы посылаем сигналы Вашингтону, предлагая начать диалог в Москве». Военные аналитики считают маловероятным участие российских войск в потенциальной войне, однако подчеркивают, вовлечение США в конфликт с Ираном снизит американское давление на других направлениях. Тем временем парламент Ирана единогласно принял решение о закрытии Ормузского пролива. Командующий ВМС КСИР заявил, что пролив может быть перекрыт в течение нескольких часов. Эту возможность также подтвердил глава МИД Ирана. И хотя в политической системе Ирана окончательное решение принимает верховный лидер, а не парламент, сам факт голосования отражает внутренние настроения и давление на руководство страны. На этом фоне более 50 танкеров экстренно покидают район Ормузского пролива, опасаясь блокады. Иран также начал масштабное подавление GPS-сигналов в акватории, что уже привело к сбоям в навигации более 1000 судов. Согласно данным Windward Maritime AITM, системы AES начали массово фиксировать суда-призраки. Их якобы местоположение указывает на пустыни, берега Омана или даже сушу вблизи Дубая. Это демонстрация того, что Тегеран может устроить цифровую блокаду, не прибегая к прямому перекрытию пролива. Чуть ранее стало известно, что Иран официально начал возвращать свои танкеры в Ормузский пролив. Ожидается резкий рост цен на нефть. Суда, направлявшиеся через Ормузский пролив, начали разворачиваться на 180 градусов примерно в 9:15 утра по восточному времени. Это произошло всего через несколько минут после того, как парламент Ирана одобрил решение о закрытии пролива. Вашингтон, в свою очередь, через госсекретаря Марко Рубио обратился к Китаю с просьбой повлиять на Тегеран и не допустить перекрытия Ормузского пролива. По словам Рубио, Иран должен передать извлеченный из-под земли уран другим странам для нейтрализации. Вице-президент США Джей Ди Венс предупредил, попытка нарушить судоходство в Ормузском проливе станет экономическим самоубийством для Ирана. Израиль также внимательно следит за ситуацией. Президент Ицхак Герцог признал, что ядерная программа Ирана после ударов не уничтожена, но ей нанесен серьезный урон. А премьер-министр Нетаньяху заявил: «Да, программа не ликвидирована, но она серьезно повреждена». Отметим, что после ударов США иранцы вновь нанесли удары по Израилю. Сирены тревоги сработали в Тель-Авиве, Хайфе и других городах. Есть пострадавшие. Одновременно стало известно, что Иран заранее эвакуировал персонал и оборудование с объектов Фордо. Теперь, по мнению ряда аналитиков, Иран может открыто возобновить ядерную программу. В свою очередь, представитель вооруженных сил Йемена заявил: Йемен официально вступит в войну,
держите свои корабли подальше от наших территориальных вод. Ранее, еще до начала американских ударов по Ирану, председатель Высшего политического совета Йемена Махди Аль-Машад предостерег: «Мы будем противостоять любому участию в агрессии против Ирана, и любой, кто вмешается, заплатит цену за свое решение». Напомним, что еще в мае 2025 года Дональд Трамп заключил соглашение с хуситами о прекращении ударов по Йемену. Взамен хуситы согласились не атаковать морские суда, за исключением тех, которые связаны с Израилем. В ответ на атаки по иранским объектам, Иран, по информации СМИ, уничтожил израильский сверхсекретный центр биологического оружия в Нес-Ционе, в 20 километрах от Тель-Авива. Этот объект считается частью закрытой программы нетрадиционного вооружения Израиля. МАГАТЭ, в свою очередь, заявила, что не зафиксировала повышение радиационного фона за пределами атакованных объектов в Иране. Китай, в свою очередь, осудил действия США, назвав удары по Ирану нарушением международного права, и призвал к немедленным переговорам. В завершение добавим, что пока мы монтировали это видео, стало известно, что министр иностранных дел Исламской Республики Иран Сейед Аббас Аракчи уже прибыл в Москву для проведения консультаций с президентом России и другими высокопоставленными российскими чиновниками по поводу последних региональных и международных событий, направленных против Ирана. Ситуация продолжает стремительно развиваться, и каждое новое заявление, каждая ракета или дипломатическая инициатива может изменить баланс в этом хрупком противостоянии. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые важные и горячие новости мира и Ближнего Востока.